В нашем мире достаточно много страшных и волнующих мест, в которые человек зачастую пытается попасть из-за своего любопытства. Либо же отснять для себя определенный контент, которым позже он поделится со зрителями и получит кучу лайков. Но порой само таинственное место может причинить вред этому любознательному человеку и поломать его психику. Недалеко от Мексики существует остров, который привлекает внимание самых обыкновенных туристов и в те, в свою очередь, и находится в поиске острых ощущений. Его название – Остров Кукол, а что в нем таинственного и привлекающего, придется разобраться прямо сейчас. Недалеко от центра Мексики, примерно в 20 километрах к югу между каналами Сочимилька, находится жуткий остров Кукол. Такой остров на данный момент усеян самыми разнообразными куклами, вид которых достаточно пугающий. Само появление такого острова и название, которое он имеет по сей день, связано с некой мистической историей. История начинается с того, что в начале 50-х годов ушедшего столетия вблизи этого острова утонула одна маленькая девочка. На тот момент недалеко от острова находился всего один человек по имени Хулиан Сантана Баррера, родившийся в 1921 году. И в то время, когда девочка тонула, он услышал крики и вопли о помощи, но расстояние до девочки было слишком огромным. И к тому моменту, как Хулиан добрался до девочки, то в воде он обнаружил лишь плавающую куклу. Мужчина решил, что нужно вытащить эту куклу из воды, и решил повесить ее на одном из прибрежных кустов, тем самым отдать дань уважения и почтить память утонувшей. Вернувшись к себе домой, он был расстроен, но понимал, что сделал все, что смог, после чего уснул. Пока он спал, ему снились странные кошмары, после которых он проснулся и больше не смог уснуть. Всякий раз, когда он пытался уснуть, ему слышались крики той девочки. Ее слова о помощи, затем слышал шаги, а потом и вовсе томные странные вздохи. В глубине души он осознавал, что это призрак той самой девочки, бродит прямо возле его хижины со словами «Мне нужны новые куклы». И вот для того, чтобы успокоить душу девочки, ему приходилось собирать на протяжении следующих 50 лет куклы и развешивать их под деревьям острова. Как только была получена одна новая кукла, призрак девочки на мгновение становился спокойным, и Хулиан мог немного отдохнуть, но спустя еще мгновение все повторялось заново. Все то время, которое мужчина посвящал поиску кукол, было для него достаточно тяжелым бременем. Ему приходилось отправляться в город и обменивать овощи и рыбу на кукол у местных жителей. Мужчине было все равно, как будет выглядеть кукла. Потрепана она, нет никакой либо конечности или безголовая. Самое главное принести новую игрушку. Куклы были различные, тряпичные, из пластмассы, из дерева и даже резиновые. Таким вот образом остров превратился в самое настоящее кладбище кукол, а его основным и единственным жителем стал Хулиан, который оставил свою семью и посвятил целую жизнь тому, чтобы задабривать призрак утонувшей девочки. На 80-м году своей жизни мужчине просто надоело делать одно и то же, и он решил, что пора окончательно избавиться от призрака из своей жизни и обрести покой. Он перестал приносить и развешивать куклы, вместо этого срывал старые и ломал, вымещая свою злость на то, что в жизни у него не было спокойствия и гармонии. И в этот же год, то есть 2001, Хулиан трагически утонул при загадочных обстоятельствах. Причем ровно в том месте, где когда-то утонула девочка. Возможно, что призрак отомстил мужчине за поломанные куклы. Но есть еще пару версий, по которым у Хулиана остановилось сердце. Либо же он употребил слишком много алкоголя и интоксикация сделала свое. После того, как единственный житель острова покинул этот мир, туда приехала группа молодых парней, которые были поражены тем, что увидели, а именно, на острове было не просто сотни кукол, там была целая 1000 самых страшных искаженных кукол. Глаза этих игрушек были настолько мрачными, что обыкновенный ребенок однозначно не смог бы играть с такими подарками. К слову, еще при жизни Хулиана остров посещали любопытные туристы, это было в 90-х годах, и заплатив немного денег мужчине, они слышали эту жуткую историю, которая произошла с ним. Остров, который на протяжении 50 лет получал все новые и новые куклы, не смог просто так уйти в забвение, поскольку эта территория выглядит достаточно мистически и необычно. На данный момент попасть на него достаточно сложно, но вполне реализуемо, используя лодку, а проезд туда стоит недешево. Местные лодочники отказываются туда плыть за гроши и заламывают тройную цену.
Удивительно то, что на острове существует небольшой музей, который посвящен своему первому жителю Хулиану. Сам же остров все так же обитаем, и там проживает родной племянник Хулиана Сантана Анастасио. А вот на месте, где когда-то спал Хулиан, сейчас сидит огромная кукла, рост которой ориентировочно с девочку возрастом в 6 лет. С ухода единственного жителя острова прошли долгие годы, и остров обрел негласное правило. Каждый, кто приезжает на этот остров, оставляет там куклу, да не обыкновенную, а ту самую, которая принадлежала умершему ребенку, с целью задобрить душу той самой покойной девочки. Помимо всего, туда привозят сладкое, конфеты и просто сувениры. Туристы, побывавшие на этом мистическом острове, утверждают, что замечали тени, которые блуждают между деревьев. Другие ощущают холодное прикосновение невидимых рук. Третьи утверждают, что куклы, которые находятся на деревьях, будто живые, и всматриваясь в них, человек будто входит в гипноз и получает навязчивые мысли, смысл которых звучит как «останься со мной навсегда». В 2015 году на этот остров приехала профессиональный фотограф Синди Васко. Она описала остров как самое мистическое место, которое она когда-либо видела. Как только она сошла с лодки, ее нога ступила на территорию острова кукол, то птицы вокруг перестали петь, а ее глаза увидели тех самых страшных кукол. А вот годом ранее на остров приехала одна съемочная группа под названием Ghost Adventures, которые столкнулись с мистическими проявлениями. Они увидели, как на месте потушенного костра вновь загорелся огонь, будто по щелчку пальца, и одновременно с этим в кустах послышался звук дерущихся кошек между собой. Но вот вся мистика заключается в том, что никаких кошек там никогда не было. И спустя еще мгновение в лесу раздался смех, но проверив каждую куклу на наличие батареек, их обнаружить не удалось. Объяснить эти странные явления так и не смогли. И один из фактов, который опровергнуть не получится, это то, что в 1911 году на этом месте во время Мексиканской революции массово сбрасывали в воду трупы людей. А значит, возникает логичный вопрос: может быть, все эти сказания о призраках действительно правда? Ведь всегда подобные места окутаны мистикой и ужасом. Ходит легенда о том, что на острове кукол в период ночи куклы оживают, двигают своими собственными головами и перешептываются между друг другом. На острове были насильно утоплены десятки невинных детей. С тех пор их неупокойные души бродят по острову, а Баррера поселился на этом острове и нашел способ их отгонять с помощью своих кукол. Мужчина на острове был сумасшедшим человеком, который любил выпить алкоголь. Да, прежде он вел здоровый образ жизни, но именно пагубная привычка сделала то, что мужчина стал отшельником и носителем бредовых идей в голове. Дело в том, что этот остров создан не естественным путем, а искусственным. Его называют плавучий остров. Сельскохозяйственная инновация, разработанная мезоамериканцами в долине Мексики. Хулиан по образу жизни был самым настоящим священником, но он был изгнан из родного города за свое религиозное суеверие. Единственный житель острова никогда не чистил и не чинил свои находки, а просто развешивал их в том виде, в каком их приобрел. Если копнуть в самое начало, то скорее всего можно найти тот самый ответ, почему же человек посвятил больше 50 лет своей жизни тому, что делал. А именно, исходя из факта, что он в начале своего пути был священником и был изгнан из родного города, то сейчас становится все понятно. Ведь священник – это человек, который пытается наставить на путь истинный, помочь ближнему своему, советом, возможно, делом или тем, чем сможет в целом. Он был изгнан из города, но, как ему казалось, в его жизни появился шанс спасти чью-то жизнь. Но расстояние было большое, и он не успел, а значит, оставался последний выход – помогать духу этой девочки. То есть бывший священник элементарно выполнял для себя миссию длиною в жизнь и даже поселился на этом острове. Глупо это или нет, судить точно не нам. Возможно, он видел в этом смысл, а возможно, это был и вовсе бродяга, а никакой не священник. История может многое умалчивать, но именно правдивой версией является то, о чем я рассказал прямо сейчас. Один единственный человек смог создать целую историю, которая живет по сей день, и это еще один факт. Остров кукол продолжает жить и по сей день, а люди день за днем пытаются изучить его досконально, найти подтверждение тому, что мистика присутствует.
сделать фото, заснять что-то действительно мистическое. И если на этом острове мистика действительно есть, то в скором времени мы обязательно это увидим. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока.